Из века в век, из года в год, по Северной Двине сплавлялся белый пароход на золотой волне. Он вез тепло, он нес прогресс, и он лечил людей. И полон был наперевес достойнейших идей. И вот столетие на волнах, уж корпус в седине, но он готов, как век назад, служить своей Двине. Белая птица на глади Северной Двины – символ патриархальной Руси и в то же время знамя прогресса своей эпохи. Как только лирики не называли пароход Николай Васильевич Гоголь, и он действительно достоин всех этих гордых именований. Построенный в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, пароход «Гоголь» сразу прибыл для службы на русский север. Он разрабатывался и строился как комфортабельное пассажирское судно, и с началом первой навигации стал покорно и резво бегать по Северной Двине. Однако в то время подобных пароходов на реке хватало, и Северное пароходное общество «Котлас-Архангельск-Мурман», которое и владело Гоголем, приняло решение о том, чтобы сделать из удобного парохода гостиницу. Сейчас осталось совсем немного людей, кто помнит, каким был пароход «Гоголь», например, в годы Гражданской войны, где был во время войны Великой Отечественной, как работал на Северной Двине в свое непростое лихолетие. Но, к счастью, есть еще люди, для которых этот белоснежный пароход дорог, как неотъемлемая часть их жизни. Вот, например, Александра Александровна Строкина. В далеком 1918 году ее отец служил капитаном на «Гоголе». Годы стерли из ее памяти многие факты, интересные любознательным историкам. Но Александра Александровна с трепетом и любовью вспоминает о папеньке, о его работе и взглядах на жизнь. У нас семья была большая, родители умерли очень рано. И самое главное, что отец был беспартийный, несмотря на все, но он был очень свободный на изречения. Александр Иванович Строкин был капитаном на «Гоголе» лишь около года, но именно на это время выдалось одно из самых серьезных испытаний прошлого века – Гражданская война. Как вспоминает Александра Строкина, взял командование на себя ее отец осенью 1918 года. Он получил команду из гостиницы «Гоголь» сделать плавучий госпиталь. Его в 18 году заставили оформить там все, команду набрать так, чтобы он мог быть уже госпиталем. И они уже весной-то, как только началось, он судно вывел туда, и он был плавучим госпиталем. На корабле нанесли опознавательный знак госпиталя и начали принимать раненых. Капитану приходилось не только умело управлять командой и судном, но и проявлять мужество, спасая людей. Я слыхала, они разговаривают там в отношении того, что в отношении раненых, в отношении этих бомбежек, этих стрельбы-то это ихней. Было так, что как-то это я помню хорошо, что некуда было ложить. Что было столько раненых, некуда было ложить, так даже укладывали на палубы. Что-то там случилось так, что очень много им раненых-то доставили. А когда, в какое время, что там случилось. В общем, в каюты, на койки уже они не могли их положить. Вот он что-то в отношении того, что матрасы делили, чтобы это можно было на палубах где-то там. Но не суждено было пароходу долго перевозить раненых. По воле судьбы он дал течь, и его поставили на ремонт. На этом же и закончился век капитанства Александра Строкина. Его перевели на берег и предложили взять на себя руководство судоремонтным филиалом нацфлота в селе Кузино. Когда Гоголь-то поставили, или его судно-то было клепанное, или его подбили, или, может быть, где-нибудь сел на мель, стала течь. Его оставили в Абрамково на зиму. А отец-то приехал уже обратно домой. Так я все помню к папеньке-то: а ты не мог утонуть, ты не мог, судно-то плохое, а вас тащили, вы же не сами шли. Так судно привезли на слот, и ему тогда весь корпус, клепанный корпус, сменили на сварной. И он теперь на этом корпусе плавает, только ремонт, может быть, какой-то идет.
Вплоть до конца гражданской войны Гоголь был на ремонте. Лишь в 1921 году ему закончили менять корпус и выпустили на просторы Северной Двины. В это время он снова вернулся в строй пассажирских кораблей, выполнял рейсы от Архангельска до Великого Устюга и Вологды. Раньше еще, знаете как, значит, первая там палуба, вторая, так еще вот на этой-то палубе, вот начнут каюты, потом еще внизу ведь там народ, так еще на этой-то палубе сидячие места, еще на мешках, на картошке еще люди. Вот как в автобус, в вагоне зайдешь, еще другой раз где-нибудь сидят, приткнутся. Так же и там еще были. Да еще то главное дело, ведь и тогда на дровах ходил. Где-нибудь пристанут на остановке. Команда дрова таскает, еще дрова были наложены везде. Ну, совсем другое дело. Потом, в относительно спокойное время Советского Союза, когда шла сплошная коллективизация, трудовые пятилетки объявлялись одна за другой, пароход «Гоголь» неспешно нес свою службу. Его пассажирами становились состоятельные люди, передовые колхозники и простые рабочие. Путешествовал на пароходах даже скот. Безусловно, практически ежедневное использование судна не могло не сказаться на его состоянии. И в 1939 году он встал на капитальный ремонт. И по иронии судьбы, усовершенствованный и переоборудованный «Гоголь» снова встретил войну. Свои боевые навигации он начал 2 августа 1941 года. И все военные годы экипаж парохода достойно нес трудовую вахту, являясь одним из лучших на Северной Двине. После победы Советского Союза Гоголь вместе со всем экипажем под командованием Андриана Петровича Вологина вернулся на службу народу. Он стал выполнять рейсы из Архангельска в Котлас и обратно. Рудольф Владимирович Приловский был в это время совсем мальчишкой. Его папа работал в речной инспекции и часто позволял сыну прокатиться на любимом пароходе. О тех путешествиях у Рудольфа Владимировича остались самые светлые воспоминания. Помнить сложно. Вот один раз вот эту уху ел стерляжью. Пароход пока стоял, прицепили лодку, полузатопленную такую вот. А потом смотрим, повар в белом костюме, он огромную эту стерлядку вытащил оттуда, оглушил ее там вот этим черпаком, и это, значит, подтянул и туда уху, ну, там же столовый, ну, не столовый, ресторан был, тогда столового не было, назывался ресторан, вот. И уха, значит, там, у кого деньги были, тот, будьте любезны, покушать. Но далеко не все могли позволить себе отведать блюда ресторана парохода. Очень многие в это бедное время были вынуждены путешествовать на нижней палубе, среди запасов топлива и скота. Возили вот скот, раньше возили. Сейчас, ну, на Гоголь сейчас скот не дадут прокатить, там, это от пристани до пристани. А тогда это было, ну, как говорится, обыденное дело. Ну, на пристань где-то подходит, и там пару коров. Вот как они заводили их, вроде так, там зайдут, потом, если на корму, то, значит, направо он поворачивает, там широкое довольно такое было, и туда на корму в основном ставили. На нас как-то были там и на носу, там лошади иногда вот, ну, козы помельче такой скот. А на корме там и коровы, и лошади, навозом пахло, там трава, все это, ну, убиралось хозяину, конечно, все, но вот ходили, смотрели это все. И, безусловно, во все года и у всех пассажиров вызывал неподдельный интерес устройства судна. Поражает, что за долгие годы использования главная паровая машина парохода «Гоголь» никогда не подводила своих капитанов. До того времени, пока пароход не попал на предприятие «Звездочка», он проходил еще один ремонт. Но уже в начале 70-х годов Северное речное пароходство не видело смысла содержать Гоголя на своем балансе. Пароход ждала судьба его предшественников – быть сданным в металлолом. Но неутомимого речного труженика удалось спасти. Его купила «Звездочка» для организации базы отдыха для своих работников. Так началась новая эпоха парохода. В 1972-73 годах заводчане провели капитальный ремонт Гоголя, но, изменив внешний облик, каюты и палубы, оставили неизменным сердце и сосуды парохода. И по сей день здесь стоит паровая машина в своем первоначальном виде. Современные механизмы, ну, ни один двигатель в мире, я думаю так, что не работает столько времени, сколько вот эта паровая, ну как, я имею в виду то, что вот современный двигатель дизельный или карбюраторный, он столько не выработает, столько моточасов у него не будет, сколько в этой паровой машине. Просто сейчас делают более быстрые, но менее надежные, скажем так. Раньше делали на века.
Еще в начале 50-х годов паровые котлы Гоголя перевели с дров на мазут. И это, пожалуй, единственное изменение в системе жизнеобеспечения парохода за его вековую историю. Здесь по-прежнему в котлах нагревается пар. Он приводит в действие паровые механизмы. И Гоголь оживает. А на этом пароходе работает все на пару. Вот пародинамо. Но она более молодая, 40-х годов. Но раньше были похожи на эту. Вот пожарный насос, паровые донки, брашпиль, рулевая машина. Все работает на пару. Главным потребителем пара была и остается паровая машина. Именно она приводит в действие колесо. В тихой воде средняя скорость парохода составляет 18 км в час. Достигнуть ее позволяет грамотно организованное устройство колеса парохода. Его лопасти, или плицы, как их принято называть, при вращении заходят в воду не плоско со шлепком, а ребром к водной поверхности. Под водой они разворачиваются перпендикулярно к центру и на выходе снова поворачиваются ребром. При этом сам пароход остается достаточно маневренным и скорым. Влияет на это и слаженная работа экипажа. Вот перекидка, штурвал. Согласно поданной команде, этой перекидкой мы можем двигаться вперед или назад. А все команды подаются отсюда, из рубки. Под треск штурвала рулевой определяет курс, направление и передает в машинное отделение, какой ход нужен сейчас. Эта схема работы осталась такой же неизменной. И вновь, из года в год и изо дня в день на капитанский мостик выходят люди, для кого это не просто работа, а призвание и честь – водить такой пароход. Если бы не любил, так мне кажется, здесь бы никто бы не работал. Так ведь? Если нет любви к этому пароходу, что здесь тогда делать? История парохода «Гоголь» неразрывно связана с историей нашего Отечества. Менялись годы, а с ними экипажи, пассажиры и грузы. За годы своей жизни Гоголь повидал многое, но рожденный комфортабельным пассажирским судном, он всегда возвращался к этому своему облику. Такой он и сейчас, красавец-пароход. Таким будет и в будущем. Машина, подходим! Машина, стоим, спасибо!